Своим внешним видом порадуют. Покатают. Грядочки удобрят. Согреют. Ну и вкусно накормят. Бифало определенно изменят твою жизнь к лучшему. Бифало неспешно бродит по саванне, застряв в скучном бесконечном цикле. Спать, жрать, срать и размножаться. Вот во что превратится твоя жизнь без качественной тактической ролевой игры с элементами защиты башен. Ice Defender как раз такая. В ней более 2000 разнообразных уровней, где 48 величественных героев ждут твоих мудрых приказов, чтобы максимально изящно и быстро расправляться с толпами врагов. Каждые 2 недели список пополняется 2 новыми героями. Например, недавно добавленная Бренда наносит огромный урон, уменьшает его противника и регенерирует ХП. Отправляйся в экспедиции, изучай подземелья, повышай уровень героев, собирай редкие предметы. При желании ускоряй течение времени, чтобы добавить динамичности. Ну и сражайся в PvP режиме против других игроков. Исследуй недавно добавленное загадочное королевство богов. Там опасных приключений не меньше. Построй свой замок, тренируй солдат, развивай технологии, сражайся с союзниками и получай еще больше силы и сокровищ. Переходи по ссылке в описании и по завершению 2 главы получи награды для открытия редкого героя, с которым наконец спасешь этот мир. Спасти же от скуки Бифало не получится, а от врагов они сами отбиваться могут. Ударишь одного, и на защиту встанет все стадо. И учитывая наносимый ими урон в 34 единицы на рыло, эта встреча может оказаться фатальной для нападающего. Если хочешь убить быка без последствий, отведи от стада, приманивая травкой или ударь, и беги до тех пор, пока не останется только один, с которым уже легко расправишься по тактике «ударил-отбежал». 4 раза легко успеешь ударить, а если чувствуешь в себе силы, бей больше. Или действуй осторожно, скорми бедолаге целую кучу красных грибов. Или подставляй под копыта ловушки. Потребуется много возни, чтобы снести 500 хп в одиночке и 1000 в ДСТ. Зато точно без урона. Имей в виду, бифало милые, миролюбивые животные, из-за их истребления начисляются очки шалости, большое количество которых чревато приходом Крампуса. Зачем рисковать получить по жопе? С бифало выпадает 4 куска мяса, на всякие вкусности и 3 шерсти. Ее пускай на экологичное и теплое зимнее шматье. Впрочем, добыть 3 шерсти можно и более гуманным методом, при помощи бритвы. Подкрадись ночью и обрей хоть все стадо. Во сне они не почуют беды. Лишь на утро осознают свой нелепый вид и 3 дня будут бродить униженные, пока отрастает новая шерстка. Без этого акта жестокости пережить зиму тяжело. Термального камня надолго не хватит. Понадобится еще и хорошая шапка и утепленный жилет. Но парочку быков убить придется. С 33% шансом с них выпадает рог на 10 использований. С его помощью перегоняй стадо куда угодно. Не всех, правда, а по 5 штук и только днем. Ночью животные предпочитают спать, а проснувшись, стремятся вернуться в родные края. Попользуйся рогом и пока не сломался, инвестируй в более выгодное дело. Добавь 8 шерсти и создай шляпу бифало. Самая теплая шапка, между прочим. Бонусом к ней получишь приятный аромат, который в брачный период убережет от их неважного настроения. Да-да, бифало могут размножаться. Популяция продолжит расти, пока в мире присутствует хотя бы одна особь. Романтика продолжается как всю весну, так и в случайное время года на 3 дня. Их задницы в этот период до ужаса красны, а характер агрессивен. Брить бифало в это время опасней, да и не так полезно, ведь на голых попах не заметишь, когда у них это пройдет. Рано или поздно в семействе появится очаровательный малыш. На протяжении всего взросления его опекой занимаются родственники, готовые вмиг навалять любому. Подними только на их дитя руку. Смысла, впрочем, в такой атаке нет. Лут меньше, а очков шалости больше. Молодняк будет следовать за родителем, а если с ним расправиться, тогда станет бесцельно скитаться по округе, стремясь возвратиться в родные края или найти новых предков. Сирота на некоторое время последует и за игроком, если тот окажется поблизости. Прежде чем стать взрослым, ему предстоит пройти через 3 стадии, каждая из которых длится не больше 5 дней. Бифало можно и приручить. Это добавит в твое выживание мобильности, позволит сохранить кучу времени на лутании и открывании карты. Правда, процесс этот как минимум на 20 дней. Кормить придется ежедневно. О приближающемся голоде он тебе сообщит своим ревом. Тогда суй травку в рот, пока не пукнет. Бесподобные звуки оповещают о приближающемся полном насыщении. Веточки тоже годятся.
Если трава восстанавливает 1 единицу здоровья и почти 5 голода, то веточки наполовину менее эффективны в лечении, зато насыщают почти в 2 раза лучше. Бифало способен съесть аж 64 травы в день, или 32 веточки. Определенно разоришься, да и собирать в таких количествах устанешь. Поэтому бывает приходится кормить и другой едой. Фруктами, овощами, рататуем или даже питайным пирожком. Это восполнит в 4 раза больше хп, чем изначально в эту еду игрой заложено. Но и перекармливать нельзя, лишняя еда вскоре полезет наружу, и питомец превратится в бесконечную ферму гнили. Ускорить приручение на 5 дней способна щетка. Каждодневное вычесывание улучшит ваши интимные отношения. Можешь вычесывать и чаще, уверен, он не против. Но польза будет только от 1 раза в день. Получишь шерсть и необходимые очки. Щетки хватит на 100 использований, а рецепт довольно дорогой. Стальная шерсть со слезовцы, клык макбивня и 2 золота. В процессе приручения на Бифало можно кататься. Такие прогулки сделают его более покладистым. Первая поездка, правда, продлится не дольше 15 секунд, но по ходу дела время будет увеличиваться. Потерять же весь прогресс приручения просто. Достаточно случайно нажать атаку и вместо врага огреть любимого питомца. Придется убегать от обоих. Упростит приручение и добавит уверенности мод Xiaomi. По цифрам поймешь, как оно продвигается и что там у него с послушностью. Да, есть шкала и послушности. На низких отметках не пробуй кататься. Будет скидывать седло, почешет спинку рогами, и перемещаться придется не на нем, а от него. Каждый день она снижается наполовину, но только одно расчесывание восстановит аж 40%. А поддержание друга в сытом состоянии и без перекармливания восстановит остальные 10%. Разумеется, не стоит брить или бить питомца, иначе послушность опустится до нуля. 2 доски и 4 селитры обязательно потратим на подарок – солевой лизунец. Тогда счетчик прирученности в твое отсутствие не будет опускаться, но хватит его только на 15 дней. Создай колокольчик. Позволяет не только отводить по одному от стада и давать ему имя, но и наделяет Бифало смелостью следовать за тобой в темные пещеры по узкой лестнице. По ходу приручения Бифало будет приобретать характер в зависимости от твоих действий. Попадая в передряги и сражаясь с монстрами, он станет злобным, суровым таким, брови нахмурил. Самоважность. Брутальный красавчик будет гораздо более серьезным противником, чем обычный. Урон с привычных 34 единиц поднимется до 50. Прекрасно подойдет для воинов, получающих удовольствие от битв. Долгие бесцельные прогулки приведут к тому, что Бифало станет катающим. Будет не столько сильным, всего 25 урона за удар, сколько быстрым и ловким. Прекрасно подойдет тем, кто предпочитает убегать от опасностей, да и просто гулякам и путешественникам. Скорость, впрочем, поднимается ненамного. Перекормленный до нельзя Бифало будет пухлым. Самый бесполезный и слабый характер, единственным плюсом которого является растянутый желудок, способный вмещать еду про запас на долгое время. Низкая скорость и слабый, равный 20 единицам урона. Зато внешний вид очаровательный. Какой пухлик. Сохранение баланса между кормежкой, поездками и битвами позволит животному быть самим собой, со стандартными характеристиками. То есть 34 урона, со средней скоростью перемещения и довольно заурядный на вид. Когда тяжелый путь приручения будет пройден, питомец позволит беспрерывно кататься на нем 13 минут. Это больше игровых суток. Но без седла, конечно, не покатаешься. Для обычного понадобится по 4 шерсти, свиных попок и золота. Но кому оно нужно, если есть улучшенное? Первое боевое, увеличивающее силу любого характера на 16 урона и ускоряет на 25%. Теперь вы определенно завоюете много держав и порубите миллионы врагов. Правда, придется попотеть, чтобы его скрафтить. Нужно 4 живых кролика, 4 стальной шерсти и 10 бревен. Есть и скоростное, оно пригодится для любителей покататься с ветерком. Седло не подарит дополнительного урона, зато ускорит Бифало на целых 55%. В чем секрет? В крыльях бабочек. Их понадобится 68. Еще 2 бревна и 4 паутины. Или 34 крыла, если наденешь во время крафта строительный амулет. Он экономит половину необходимых ресурсов. Крафт сложный и неясно, что проще. Добыть 68 крыльев или отправиться в руины на псевдонаучную станцию, крафтить амулет на 5 использований. Да и ферму бабочек создать можно. Лови и сажай их в землю. Появится цветок, который периодически будет их спавнить, если игрок находится неподалеку и рядом летает меньше 4 штук. А если бегать с очком лень, высади цветы у лавового озера.
сами будут умирать. Только приходи и собирай. Учитывай, любое седло теряет прочность всякий раз, когда Бифало скидывает его с себя, и уже после 5-го раза оно сломается. Продлит ему жизнь сидельный крюк. Снимай с его помощью седло раньше, чем на это отважится Бифало. Тогда прочность не тратится, а хватит крюка на 10 использований. Мобильность у прирученного Бифало не главное. Он способен знатно помочь их передрягах, быстро бьет, да и уворачиваться можно. А когда не получится, достанется ему, а не тебе. И переживать по этому поводу не стоит. Рогатый друг регенерирует ХП каждые 10 секунд по 7 единиц. А когда его станет совсем мало, персонаж тебя известит, и экран окрасится красным. В такие моменты просто покорми Бифало блюдом, восстанавливающим здоровье, и снова в бой. Когда отношения с Бифало погрязнут в бытовухе, добавь остроты, переодень его. Для ролевых игр понадобится всего-то гримерка и колокольчик. Эта радость перекочевала в игру из ивента, который доступен в настройках мира. Для его запуска понадобится будка судьи и сцена участникам. А чтобы открылась возможность крафтить барахло, сделай алтарь и помести на него шерсть. Поначалу будет доступен только один костюм. Потребуются обрывки узоров, чтобы создать больше. Есть 3 типа: устрашающие, праздничные и формальные. Получи их у алтаря в обмен на золотые монетки, которыми вознаграждаются победители конкурса красоты. Чтобы превратить 3 куска бумаги в макет, понадобится швейная машинка. Она несколько минут будет переворачивать бумажки, после чего выдаст чертеж. С нее подходи к станции по уходу и начинай творить. С чертежом обретешь и куклу. Покажи коллекционеру, он даст подсказку о теперешних предпочтениях. Если друзей в Discord так и не нашел, пустые места займут боты. Судья даст времени на ставки, влияющие на ценность упадаемых плюшек, а после объявит победителя, разбрасывая мешки с золотыми монетками и фрагментами нарядов. Найти Бифало желательно поскорей. Без милых, глуповатых зверей сложно пережить зиму и насытиться. А заядлым путешественникам стоит потратить время на замудренное приключение, чтобы рассекать по наполненным контентом просторам Донстаров с верным другом.